Всем привет! Меня зовут Анастасия Семьина. Добро пожаловать на мой канал. Привет из Стамбула. Сегодня мой гость Эге. Привет, Эге. Привет, Настя. Мы встретились с Эге сегодня на улице Стамбула совершенно случайно. Он услышал, что мы говорим по-русски и сказал: «Вы русские?» И пошел с нами гулять. Эге, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Откуда ты и что делаешь здесь, в Стамбуле? Итак, я гражданин Турции вообще, но я живу в Минске уже лет 7. Да. Родился ты в Турции? Да, я родился я в Турции, в Измире, но я тут в Турции вообще никогда не жил. Я просто тут родился, потом с семьей мы перелетели на Кипр, с Кипра в Румынию, с Румынии снова в Кипр, а потом в Центральную Америку, в Латинскую Америку. Мы там пробыли несколько лет, а потом перелетели в Беларусь. А вы так много путешествовали, потому что это связано с работой твоих родителей? Да, это мои родители работали в казино. В принципе, они и сейчас работают. И благодаря их работе мы вот так постоянно переезжали. Ясно. А как часто ты бываешь в Стамбуле и в Турции? В Стамбуле я был лет 7 назад последний раз. Ну а так в Турции я бываю. Я стараюсь каждое лето прилетать сюда. Только уже в Измир, в другие города. Здесь у тебя живет бабушка, я знаю, правильно? Да, здесь живет у меня бабушка. Я ее тоже очень давно не видел. Я думаю, она хочет, чтобы ты приезжал сюда чаще. Навряд ли. У нее много внуков? Нет, я и моя сестра. Да. Расскажи, как давно ты начал изучать русский язык? Как только перелетел в Минск, Беларусь, до этого я единого слова не знал. Как давно это было? 7 лет назад. И ты начал изучать русский язык на каких-то курсах с преподавателем или как? Вообще, когда я перелетел в Беларусь, я знал только английский, прям в идеале знал. И турецкий я понимал, но не мог разговаривать. И я пошел в какую-то школу, меня родители отправили, и учительница по английскому, она изначально, помогала мне на английском, объясняла значение слов, объясняла алфавит, объясняла произношение всяких букв. Я так где-то год с ней учился, а потом уже и разговаривать смог, но с трудом. То есть с акцентом очень большим, я склонение, роды, все вот это вот путал. А потом у меня друзья появились, очень много друзей, и дело пошло гораздо быстрее. Но когда ты родился, ты говорил по-турецки со своими родителями, когда рос. На каком языке вы разговаривали с родителями? Родители со мной разговаривали на турецком, я их понимал, но отвечал я им на английском, и они тоже меня понимали. Твой язык первый был английский, потому что ты ходил в детский сад, да, английский? Да, я в детский сад, в первые классы, это было в Латинской Америке, я там отходил. И сейчас твой первый язык какой все-таки? Все-таки русский. Так как я живу в Беларуси, я его использую. Мой канал смотрят иностранцы, которые изучают русский язык, изучают его в России или за рубежом. И, например, ни разу не были в русскоязычной стране, ни в России, ни в Беларуси, ни в Украине. Какие бы ты дал им советы по поводу изучения русского языка? Приезжайте в русскоговорящую страну, заведите себе побольше друзей и постоянно пытайтесь разговаривать. Это самый лучший способ, чтобы изучить русский язык. А если нет возможности приехать в русскоязычную страну? Тогда, скорее всего, фильмы, сериалы на русском помогут. И завести друзей тоже можно по интернету, конечно. Да, это можно, но не знаю, будет ли от этого смысл. Например, мои студенты, 90% сейчас уже студенты по скайпу. Поэтому и с друзьями, я тоже думаю, можно общаться. Завести друзей именно по изучению языка. Как это называется? Language exchange. Я думаю, что это вариант. Вполне может быть. Я просто ни разу не видел и не сталкивался с тем, как идет обучение через скайп. Ясно. Спасибо большое, Ге. Есть ли у тебя еще какие-то советы моим зрителям, изучающим русский язык? Читайте русские книги. Какая твоя любимая книга на русском языке? «Одаренные». Вообще, это писатель не русский. Да, но есть в переводе на русском языке. Читала ее на русском языке, да? Да. Очень интересная книга. Хорошо, спасибо большое, Ге. Спасибо за интервью. Всего доброго, пока-пока. Как строим подбородок? Как ты все это замечаешь?
Кате будет 30 лет? Да нет, хотя для мужчин